Привет, друзья! Вы на канале Xiaomi Sir. Пожалуй, каждый пользователь MIUI, да и Android в целом, сталкивался с проблемой нехватки памяти на смартфоне. И заходя в статистику хранилища, многие из нас видели злополучный раздел «Другое», или как он еще называется «Прочее», который подчас занимает место больше, чем все остальное вместе взятое. Так что сегодня мы поговорим об очистке вашего смартфона от ненужного мусора и как по максимуму зачистить тот самый раздел «Другое» без ущерба для системы и приложений. А также я постараюсь объяснить, какая папка за что отвечает, чтобы в дальнейшем вы могли самостоятельно контролировать память вашего смартфона. А пока поддержите это видео подпиской на канал, чтобы мы и дальше старались для вас создавать интересные и полезные видео. Прежде всего, предлагаю вам перейти в раздел памяти. Как видите, в моем случае раздел «Другое» занимает практически треть общей памяти моего Mi 8. И сразу встает вопрос, что это и где искать. Обычно под «Другим» имеется в виду различные кэши, важные и не очень. Так что не стоит думать, что удалить нужно и можно абсолютно все. И логично, что данный показатель никогда не будет нулевым. Но значительно уменьшить объем памяти, занимаемого «Другим», все-таки в наших силах. Пользователи MIUI знают, что в системе уже есть стоковая очистка памяти. И что-то даже смартфон предложит удалить, но, как видите, далеко не все. И стоковая очистка вовсе не панацея от засорения хранилища. Так что приступим к более результативным действиям. Для удобства и лучшего понимания, что чем занято, нам понадобится приложение «Анализатор дисков». В маркете оно бесплатное, заходим и скачиваем. Ссылочка для вашего удобства будет в описании. Открываем приложение, выдаем необходимые разрешения доступа к памяти и немного ждем, пока происходит сканирование. На главной нас встречает несколько диаграмм с различными данными о состоянии памяти вашего смартфона, чем она занята и так далее. Но нас больше интересует вкладка «Файлы директорий». Как видите, все папки выстраиваются в порядке убывания их объема, и так мы наглядно видим, что и сколько весит. Но пойдем по порядку. В моем случае больше всего занимает папка Telegram. В нее сохраняются все файлы, которые вы просматриваете в мессенджере. Папку можно смело удалять, и кроме того, можно в настройках Telegram включить хранение только в течение 3 дней, чтобы папка раз в 3 дня очищалась автоматически. Далее идет папка DSIM. Здесь хранятся все фото и видео, снятые на камеру вашего смартфона. В частности, все самое важное находится именно в папке «Камера», а остальные папки в этой директории создаются, как правило, сторонними приложениями, например, фото или видеоредакторами. И лично в моем случае ничего важного в них нет, поэтому я свободно могу их снести. Вам же рекомендую прежде проверить их содержимое или же вовсе не трогать их. Следующей по объему идет папка MIUI. В ней хранятся файлы от стандартных приложений прошивки. Прежде всего, рассмотрим важные папки, которые удалять не стоит. Темы. Как и следует из названия, в ней хранятся все загруженные вами темы, шрифты, иконки и подобные элементы оформления MIUI. Sound Recorder. Тут находятся записи диктофона, а также вызовов, если вы пользуетесь звонилкой MIUI. Бэкап. Если вы пользуетесь системным бэкапом, то резервные копии будут храниться именно здесь. В остальном, что-то важное вы здесь вряд ли увидите, так что приступим к очистке. В моем случае я удаляю все, кроме вышеперечисленных папок. Кстати, обратите внимание на папку Gallery. Она здесь самая огромная. Это корзина галереи, которая хранит ваши удаленные фото и видео. Поэтому эту папку вы также смело можете удалять. Важно отметить, что в зависимости от версии галереи MIUI местоположение этой папки может отличаться, поэтому рекомендую очищать ее именно через корзину в самой галерее. И да, если вы очень часто снимаете фото и видео и удаляете неудачные снимки, то рекомендую взять на заметку и регулярно заглядывать в эту корзину. Вы удивитесь, как много гигабайт здесь скапливается. Далее идет папка Android. Эта папка у многих может быть самой объемной, так как именно в ней хранятся данные приложений и кэши игр. Но не спешите ее чистить, так как удаление этих кэшей может нарушить работу нужного приложения, и оно просто не будет запускаться без переустановки, или повторного скачивания кэша.
И да, все это тоже занимает место в разделе «Другое». Тут сразу важное уточнение. Если через анализатор дисков вы видите, что папка Android у вас весит 0 байт, значит версия вашего Android не разрешает данному приложению заглянуть в нее. На этот случай я рекомендую воспользоваться проверенным проводником Mixplorer, который после выдачи разрешений свободно видит содержимое папки Android. Через него же вы можете зачистить остатки кэша от уже удаленных приложений, если это не произошло автоматически. Определить, что это уже не актуальный кэш, очень просто. В Mixplorer это все папки, у которых не отображаются иконки приложений, так что их смело можно сносить. К слову, такие хвосты остаются довольно редко и, как правило, удаляются автоматически. Но на заметку все же возьмите. Ссылку на Mixplorer я также оставлю в описании. Но перейдем к следующей папке Download. Здесь хранятся все ваши загруженные файлы, которые точно так же занимают раздел «Другое». Насколько они важны, вам виднее, но при удалении ничего критичного не случится. Папки Pictures, Movies, Documents и Music, как следует из названия, содержат картинки, видео, документы и музыку, которые вы сохраняли на свой смартфон. И тут уже вы сами решаете, сохранить или удалить их. Остальные же папки, как правило, создаются сторонними приложениями, и чаще всего по названию папки понятно, к какому именно приложению они относятся. В принципе, их удаление никак не повлияет на работу системы, однако все же рекомендую быть внимательными и не удалять их, если вы не уверены. Впрочем, если эти папки и не находятся у вас в начале списка, то соответственно и весят они мало и не стоит с ними заморачиваться. В моем случае я уверена, что важные файлы находятся во всех вышеперечисленных папках, поэтому эти я могу удалять смело. Теперь осталось только посмотреть, сколько места в хранилище нам удалось очистить. В моем случае этот показатель впечатляет. А сколько памяти очистили вы? Делитесь вашими результатами в комментариях. А на этом, пожалуй, все. Надеюсь, данная инструкция была для вас полезна. И смело задавайте вопросы, если они у вас появились в процессе очистки. А мы постараемся на них ответить. Спасибо за просмотр, друзья. Пока-пока.